Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами готовим вот такие аппетитные рулетики с грибами. Для рулетиков нам необходимо взять мясо. Каждый из вас выбирает мясо по своему вкусу и по вероисповеданию. Я же взяла кусок свинины. Вес ее 765 грамм. И для начала этот кусок свинины я разрежу на очень тонкие пластины. Друзья, вот таким образом я нарезаю мясо. У меня получается где-то полсантиметра толщина. Мясо старайтесь выбирать на рынке или в магазине светлое. Светлое мясо говорит о том, что животное было молоденьким, то есть мясо будет сочным, вкусным и нежным. Теперь, друзья, каждый кусочек мяса нужно отбить с обеих сторон. Для этого я пищевой пленкой накрываю кусочек и отбиваю мясо вот таким молоточком для отбивания. Все то же самое проделаю с обратной стороны. Накрываю мясо пленкой и отбиваю. Друзья, мясо я отбила. Теперь каждый кусочек мяса посыпаю с одной стороны солью и перчу. И также каждый кусочек мяса с одной стороны намазываю тонким слоем майонеза. Затем накладываю на него другой кусочек мяса. Именно на предыдущий кусочек мяса, потому что я хочу, чтобы мясо с обратной стороны впитало в себя майонез и соль с перцем предыдущего кусочка. Посыпаем солью. Посыпаем перцем. И тонким слоем майонеза опять намазываем отбивное мясо. И так проделываем со всеми кусочками. Далее, друзья, для рулетиков нам понадобятся грибы и лук. Мы делаем начинку. Пока у нас мясо маринуется, нарежем мелко грибы. Вот у меня уже такие переросшие шампиньоны, их тут примерно 400 грамм. Я разделяю пополам гриб и нарезаю на пластинки. Лук тоже нарезаю простым кубиком. И теперь выкладываю в нагретое масло нарезанную кубиком луковицу. Друзья, лук обжарился, он уже местами кое-где золотиться стал. И я высыпаю подготовленные грибы к луку. Все перемешаю.
Друзья, пока грибы жарятся, мясо маринуется, я нарежу укроп. Он обязателен, потому что без укропа будет не очень вкусно. А укроп придает особый вкус грибам. Они получаются просто необыкновенно вкусными, когда есть сочетание лука, грибов и укропа. Грибы уже достаточно обжарились. Теперь я добавляю сюда нарезанный укроп. 1 столовую ложку с верхом сметаны. Сметана у меня 25% жирности. Вы выбираете любую, которая вам больше нравится. Добавляю сюда пол чайной ложки соли. И все хорошенько перемешиваю. Вот пару минут у нас уже грибы вместе с укропом и сметаной обжарились. Теперь я выключаю газ и закрываю сковородку крышкой. Пусть грибы немножко постоят минут 5-10 под крышкой. После того, как грибы постояли в сковороде, попробуйте их на соль. Все пробуйте, все, что вы готовите, пробуйте. Мне, допустим, не хватило пол чайной ложки, я еще добавляю немного. И посыпаю перцем. Перемешаю. И теперь выложу грибы в другую емкость для того, чтобы они быстрее остывали. Теперь наша задача остудить начинку. Итак, друзья, все продукты подготовлены. Мясо замариновано, начинка готова и остыла. И теперь я начинаю формировать рулетики. Беру замаринованное мясо. Выкладываю на него примерно столовую ложку начинки. И заворачиваю конвертиком. Вот, друзья, один рулетик готов. Его даже не надо скалывать зубочисткой, потому что он, в принципе, замечательно держится и не раскрывается. Следующий рулетик. Ложку начинки. И закручиваем. Друзья, вот такое количество у меня получилось рулетиков. 10 штук. Как видите, не понадобились даже зубочистки, чтобы сколоть края. Они отлично держатся. И вот такое количество начинки у меня осталось. Для панировки рулетиков нам понадобится мука. Берите произвольное количество, так, чтобы хватало. Нам понадобится яйца. Пока я вбила 2 яйца, а потом буду смотреть по мере расходования яиц. И еще нам понадобятся панировочные сухари. Итак, приступаем к панировке. Яйца я разболтаю вилочкой. И теперь вот такая очередность. Сначала в яйцо. Затем в муку. Со всех сторон. Затем опять в яйцо. И в панировочные сухари.
Вот, друзья, наш рулетик готов. Теперь обжариваю рулетики с каждой стороны до золотистого цвета примерно по пару минут. Переворачиваю рулеты. Вот они как хорошо уже обжарились. Переворачивать удобно двумя вилочками. При обжарке очень вкусно пахнут панировочные сухари, если вы их приготовили сами. Я их готовлю из белого хлеба, вкусного, когда он уже немножко такой подсохший. И сухари получаются вкусными и ароматными. Рулетики обжарились, и теперь их нужно довести до готовности. Но тут уже сами выбирайте. Либо можно их сложить в кастрюльку, добавить стакан воды и поставить на маленький огонь и в течение часа тушить. Либо сложить в противень, добавить тоже стакан воды, укрыть фольгой и поставить в духовой шкаф на 200 градусов. Режим конвекция вверх-вниз и то же самое оставить на час. Друзья, прошел час. На маленьком огне рулетики тушились после закипания воды. Вот так они выглядят. Еще для аромата при тушении я добавила 1 лавровый листик. Я его поломала на несколько кусочков, чтобы он придал еще больше аромата и вкуса рулетикам. А теперь ножом проверю степень готовности рулетов. Вот видите, отлично входит в рулетик нож, следовательно, наше блюдо уже готово. Друзья, вот такое блюдо получилось. Могу его смело рекомендовать на праздничный стол. Не каждый день вы готовите рулетики с мясом, с грибами. Напоминаю, что его можно приготовить не только из свинины, но и из любого мяса. Ну а вот такие рулетики получаются в разрезе. Друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И до новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.